Приветствую, бессмертные капсулеры! Последняя неделя ознаменовалась несколькими интересными событиями в моей жизни на просторах нового Эдема, чему, собственно, и будет посвящен сегодняшний подкаст. Поехали! Подобные комментарии посыпались под моими крайними видео после известия о том, что мою корпорацию Gold Star and Blood кикнули из состава Альянса Бастион и Империума соответственно. Причиной кика корпорации по официальной версии стало обвинение в связи с ночным кошмаром любого карибаса европейской тайм-зоны, корпорации Wormhole пиратов Inner Hell. Неожиданно, не правда ли? Я уверена, что меня смотрят крайне мало англоязычных подписчиков, разве те, кому нравится именно видео про Inner Hell. Поэтому не вижу здесь ничего удивительного. Я прожила в регионе Дельф вместе с Альянсом Бастион около 4 месяцев. За это время я вырастила достаточно неплохую корпорацию. Стартанули мы примерно с 10 живых пилотов, в момент кика нас было уже 43. Наша корпорация, мои пилоты постоянно находились в топе Альянса по количеству уничтоженных кораблей, да и с поплинками все тоже было в полном порядке. Для тех, кто не знает, поплинк — это такая ачивочка, которая дается капсулеру за участие в КТА, и каждая корпорация должна набрать определенное количество таких ачивок в месяц. Наша корпорация крабила, строила и активно поддерживала любую активность данного альянса именно в ПВП. Учитывая, что мы были частью англоязычного альянса с американской прайм-таймом, то большинство КТА проходили в ночное время с 23 часов по Москве до 2-3 ночи, и на протяжении всех этих бесконечных ночных политушек каждый из нас был полон радости и игрового азарта. Как мне казалось, мы были настолько рады жизни в этом регионе и этому альянсе, что гонять по скучным КТА на запил структур никому не нужных альянсов в НПЦ регионах было даже прикольно. Все мы знаем, что Бастион Альянс, несмотря на свою довольно древнюю историю, молодой игрок в PvP контента игры. Подобные фиты и релейты довольно красноречиво говорят об этом. Но нам нравилось. Я вовсю тренировала новичков, мы давали Альянсу недостающих логистов, электронику, сетки, цинки, дреды вторыми окнами, благо опыт проживания с Альянсом Red Alliance и участие в КТА со всеми нами любимым читланином давали основному составу моей корпорации колоссальный опыт. Поэтому даже если меня не было онлайн, старички могли рассказать и объяснить молодым пилотам все, что нужно для боя. Я даже настолько прониклась идеей Дельта Сквада, это специальное подразделение Альянса Бастион для боевых вылетов, что даже быстренько сделала им логотип, промо-ролик, мотивационный ролик для набора новых людей и политагитации. И все бы было хорошо до того момента, пока Бастионы не пустили на борду свой собственный Титан класса Аватар в регионе Фонтейн вместе с несколькими авианосцами, дредноутами и факсами. Спустя сутки моя корпорация была кикнута из Альянса и региона в целом. Как выяснилось позднее, Inner Hell с присущей им стандартной тактикой затаклили Рорку Альянса Бастион в регионе Фонтейн. Для тех, кто не умеет в Дотлан, я напомню, что регион Фонтейн — это соседний регион с Дельф. Он находится за пределами дальности прыжка флота прикрытия гунов, известного как Зонтик. Будь это Дельф, то как только Рорка зажгла цинку, напрыгнуло бы с 2 десятка майзеров, титанов, и любой флот ВХ коллектива должен был бы незамедлительно сбежать. Нет, вовсе не потому, что ВХшники трусы и могут сражаться только с крабами, а потому, что это явно неравный бой и явно в разных весовых категориях. Мы об этом говорили в другом моем видео, с которым вы можете ознакомиться на моем канале. А здесь флот прикрытия попросту отсутствовал.
и защитники из Альянса Бастион решили организовать свой собственный флот защиты. Первыми запрыгнули несколько факсов, пара материнских кораблей и сабкапитальных дредноутов. Энерхеллы приняли бой, потому что количество противника было приемлемым для боя, и когда уже на поле боя стояло несколько циноингибиторов, препятствующих активации циномаяков, у большинства мастеров попросту, стали заканчиваться фейтера, потому что их отстреливали. На поле боя прыгнул аватар. К тому времени мазера уже выходили из боя, отварпывая над цитадели Альянса, а аватар так и оставался в бублях. В этот момент лично я монтировала видео русскоязычных ВХшников, так что могу упустить некоторые детали, либо спутать последовательность, потому что меня в том бою не было. В общем, Титан несколько раз стрелял генератором поля бозона во флот Дейковаков, они его бублили, откачивались, отварпывали, откачивались, снова его бублили и стреляли. Убивать Титан явно не входило в планы Энерхеллов, но лампы, развешанные по системам в Фонтейне, сразу же конванули Цео Энерхеллов и предложили свои услуги. Спустя несколько минут на поле боя было проброшено несколько дредноутов и сквад-бобров. Аватару бастионов осталось жить лишь несколько делений структуры. Он стал первым затакленным и уничтоженным Титаном на счету корпорации Энерхелл. Да, они не раз ловили Титана, но вот продержать и уничтожить его до прихода сил поддержки раньше попросту не удавалось. Аватар Бастионов открыл счет. Мне прислали видеозапись боя, я вмонтировала кадры в собственное видео, пополнив вишенкой на торте. Но, как оказалось впоследствии, именно это стало основной причиной исключения моей корпорации из состава Альянса. После Кика я узнала, что уничтоженные Титана, Рорка, Мазера и Факсы принадлежали еще одной русскоязычной корпорации, состоящей в Альянсе Бастион. Расстроенный потерей красивого, но, увы, не всемогущего корабля, игрок написал жалобу лично на меня и на всю мою корпорацию, обвинив меня в плюсатаклинге и шпионаже. Мол, якобы все это было четко спланированной операцией Энерхеллов, и целая корпорация из 40 человек выполняли долгоиграющий план по проникновению в Альянс. Ваша прелестная, кореглазая госпожа нисколечки не расстроена по поводу исключения моей маленькой уютной песочницы из состава клайма Альянса. Но вот называть меня плюсатаклером, авоксером и шпионом явно преувеличено. Кикнуть меня за связь с Энерхеллами спору нет. Кикнуть меня за пропаганду видео Энерхеллов? Возможно. Но вот обвинять меня в том, что я могла спланировать Рорку на Белте в регионе без прикрытия основного флота гунов, в том, что флот Энерхеллов откроет очередную статическую червоточину именно в эту констелляцию, а целая дредбомба лаусечной шелупени, которая сама не прочь меня дропнуть, будет заранее подготовлена и сидеть в Лагофе ради обыкновенной Рорки, вообще граничит с фантастикой. Хотите честно? Я не буду скрывать, что я могла бы махнуть ресничками и сказать: «Ребята, отпустите этот аватар. Он маленький и глупый бастион, он не ведает, что творит. Да, он глупый, да, он вас стреляет, но это мой альянс». Но я не стала. Не стала по одной простой причине. Аватар был брошен целенаправленно в бой. Он намеревался силой всего одной активации оружия судного дня поставить жирную точку на назойливом флоте боевых крейсеров, с которыми не справились ни дредноуты, ни пачка материнских авианосцев. И это был бы красивый бой. Оружие одного удара. Релейт был бы просто шикарный. Уверена в том, что пилот Титана в этот момент почувствовал бы себя настоящим мужиком. Но, как оказалось, парни на корабликах не умирают с бозоника. И даже со второго не умирают. А вот когда запас энергосети аватара был исчерпан, активные резы упали, сабкапитальные лазерные установки замолкли, то грозное оружие становится всего лишь очень толстым индусом гигантского размера в бублях.
И когда огромный всполох взрыва озарил систему RBGSU, пилоты НРХЛ наверняка испытали то самое чувство, которое хотел испытать пилот Аватара. Но, увы, кунг-фу НРХЛов оказалось сильнее. Капсулер получил урок, что не стоит бросаться кораблями, которые ты не готов потерять. Так в чем же здесь плюс атаку? В чем здесь шпионаж? Я понимаю, если бы в одной системе со мной, без нейтралов, висящих 24/7 ламп, вдруг залогинилась нейтральная собра, полетела бы на нужную аномальку, забубрила бы аватар, затем прожглась нейтральная цина-маяк, и на аватар напрыгнула бы целая дред-бомба, тут наверняка стоит задуматься, что это однозначно свои. И в этом случае я даже смирилась бы с тем, что, конечно, проще всего подумать на репортера, который постоянно выкладывает ролики про злых пиратов на канал. Но в нашем случае это просто смешно. Игрок хотел PvP, игрок самостоятельно принял решение бросить в бой корабль, и он его потерял. Кто виноват? Сука, у вас титан, факсы, дреды и мазера. Выскочили какие-то непонятные люди из вормхола, отпинали вас и убежали обратно в вормхол. Кто виноват? Виноваты шпионы! Серьезно? Ох уж эти сраные шпионы. Спасибо, Бист. После такого хайпа сложно найти какой-то вменяемый альянс, который мог бы принять такую корпорацию. Те мои ребята, которых в большей степени интересовал спокойный фарм аномалий, остались в Дельве. Я сама предложила всем выйти из корпорации и влиться в русскоязычные коллективы из состава Гунсвар Федерации. Однако некоторые, мои наиболее активные именно в плане PvP пилоты, были так разгневаны несправедливым киком и беспочвенными обвинениями в авоксинге плюс атакле, что наоборот подали заявки в НРХЛ, дабы таки на деле стать грозными пиратами. Что касается лично меня, то утратив уютную песочницу в нульсечной корпорации, я, пообщавшись с некоторыми лидерами других клайм-альянсов, приняла решение покинуть лоно нового Эдема вовсе. Империи игроков накладывают достаточно ощутимые ограничения и предъявляют высокие требования в виде налогов, бессонных ночей на КТА, постоянному рекрутингу, обучению новичков, а также бесконечным решениям высосанных из пальца и чаще всего надуманных конфликтов из-за аномалик. Сейчас по меньшей мере глупо вступать в другой альянс, чтобы снова тратить силы на чужое детище, помогать строить чужую мечту, не имея никаких гарантий, что тебя и твоих людей не выставят завтра на улицу по каким-то левым обвинениям. Так было с Редами, так стало и с Бастионами. Или кто-то из вас думает, что руководство Ред Альянса не было проинформировано о том, что я делаю ролики для Инхе. Конечно же, мои факсы спасали мазера и рорки. Иногда очень раздражали даже моих друзей из Инхе. И конфликт у меня возникал по обе стороны баррикад. Ведь я с таким же упоением и самоотдачей делала ролики для РУ коалиции, участвуя во всех ключевых делах Альянса. Я даже больше скажу, я была рент-офицером коалиции и имела доступ к общему кошельку. Мне кажется, что лидеры Ред Альянса явно были не дураками, если доверили это мне. В конечном счете я честно договорилась, что если инхи открываются в системы Редов, я не участвую в боях ни на одной из сторон. Да и с другой стороны, Реды частенько сами предлагали свои услуги и помощь инхе. Подобные релейты лишь подтверждают мои слова. Таким образом, сейчас я возвращаюсь к тем людям, которых я в свое время также покинула, доставив немало обиды и горечи предательства. Я возвращаюсь в родную и ставшую привычной пустоту мертвого космоса космических червоточин. А для тебя, мой дорогой зритель, в этом есть отдельный новый плюс. На канале появится много нового контента, фарм космических аномалий, убийства слиперов, лагов трапы
И, конечно же, всеми вами любимые приключения флота Энерхелов под боевую музыку. Уверена, что, пользуясь случаями, я выпущу новый ролик про бэк именно слиперов. Ждите. Я очень довольна вашей реакцией, мои сладкие. Мне приятно, что вы оценили новый формат видео. Да, в нем есть несколько технических сложностей, врезки, часто опущенные глаза, но все это довольно легко исправляется. Я также не могу не отметить и вашего отклика на мое мнение об опубликованном дайджесте ИВХ комьюнити русскоязычных коалиций. Я еще раз хочу извиниться перед теми, кого оскорбили мои оценки коллективов в прошлом видео. Я имела в виду сугубо политическую арену ВХ, не более того. А те люди, которые до сих пор пишут, что Инхе ничего не может, то я просто скажу мнение ЦЕО Альянса Hardnox Браксусом. Прямо здесь. Думаю, все довольно красноречиво. И даже если самый главный наш идейный противник признает нас лучшими среди русскоязычных коллективов в Wormhole пространстве, но выбор все равно, конечно, за каждым из вас. Множество комментариев было с вопросами о нашумевшей ныне теме объединения русского сообщества. Ответы на все вопросы лежат в прошлом, а не в будущем. Новый Эдем уже не раз видел русскоязычные крупные объединения, которые своей силой и стойкостью поражали самых злостных задротов. И я хочу верить в то, что русскоязычным капсулирам предначертана великая судьба, собственная независимая территория и сильная военно-политическая мощь. Однако в настоящий момент я не вижу лидера, который мог бы сплотить и объединить игроков, зажечь их сердца идеей. Мета игры в настоящее время другая. Мало кому интересно играть в фузисов, пилить структурки и переклеймивать системы 24/7. Как по мне, опытные игроки, готовые сегодня делать это, просто не видят перспектив удержать все это. Ведь даже если русские захватят территорию и докажут свою самостоятельность, то признаем, вряд ли смогут удержать территорию достаточно долго. Я не вижу смысла тратить свое время в игре без гарантий, а их, как вы все прекрасно понимаете, нам никто не даст. Но опять же, выбор тут только за вами. Если вам хочется нести флаг русскоязычного комьюнити на войну с китайскими альянсами, вперед! Если вам нужно просто убивать крестики на аномальках в нулях, то welcome в гуны. И те с одинаковой эффективностью смогут обмениваться мнениями на форумах. Дорогие мои друзья, я веду дополнительную рубрику в моих видео с ответами на ваши комментарии. Вы можете писать мне в личку, писать вопросы на моего персонажа ингейм, на Сандру Барлетт, либо на Кару Корбрей. Их имена будут в описании. Можете оставлять комментарии к данному видео с вашими вопросами, с вашими предложениями. И я самые интересные комментарии буду озвучивать в следующем видео и давать на них какой-то развернутый ответ. Надеюсь, вам всем все понравится. Сегодняшний дайджест подходит к концу. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Мне крайне приятно увеличение количества подписчиков на моем канале. Ознакомьтесь с бэком, ознакомьтесь с видео, слушайте прикольную музыку, летайте опасно, фитьте корабли и Энерхелы всегда вставайте на анкор.